Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В необъятных просторах нашей Солнечной системы скрывается множество тайн и загадок, которые ждут своего момента, чтобы быть раскрытыми. Внимание ученых все чаще привлекают спящие миры, среди которых особое место занимает спутник Юпитера — Европа. Все началось с книги Артура Кларка «2010. Одиссея-2», где внеземной разум преобразует Юпитер в звезду. Это событие ставит под сомнение все существующие представления о нашей галактике и ставит важный вопрос: может ли жизнь существовать за пределами нашей планеты? В 2024 году НАСА запускает амбициозную миссию «Европа-Клиппер», которая обещает пролить свет на присутствие жизни на Европе в экзотическом океане под ледяной коркой. Сможет ли команда космонавтов разгадывать загадки, оставшиеся с времен Кларка? И какие истории о жизни мы узнаем в будущем? Юпитер — величественный гигант нашей Солнечной системы, окружен величественной атмосферой и мощным магнитным полем, способным создавать уникальные условия, а порой и настоящие бедствия. Эти силы взаимодействуют с вулканически активным спутником Ио, образуя ионизированные молекулы диоксида серы, которые формируют опасные радиационные пояса. Радиация на Европу — это настоящая угроза для электроники космических аппаратов, и, безусловно, она создает дополнительные вызовы для миссии «Европа-Клиппер». Миссия «Европа-Клиппер» состоит в том, чтобы исследовать загадочный спутник, совершая многократные пролеты вокруг Юпитера и сближаясь с Европой. Каждый из этих полетов даст возможность собрать данные о химическом составе поверхности и подповерхностных слоях этой таинственной планеты. Посылая информацию на Землю, аппарат будет работать более 4 лет, и научные открытия будут долго поставляться в научные круги. На поверхности Европы, защищенной от кратеров, скрывается нечто невероятное. Под ее ледяной коркой, возможно, находится большой соленый океан, который поразительно переплетает ее геологическую историю. Магнитное поле Юпитера, взаимодействуя с магнитным полем Европы, создает уникальные условия, которые могли способствовать возникновению жизни. Эта причина делает Европу центром внимания, которые стремятся понять, как жизнь могла эволюционировать в таких экстремальных условиях. Интересно, что орбита Европы искривлена резонансами с Ио и Ганимедом, благодаря чему происходят мощные приливные деформации. Эти деформации могут греют подповерхностный океан, понижая вероятность замерзания воды. Однако температура ее океана может оказаться ниже нуля, что делает завораживающими предположения о возможной жизни в этих условиях. Вдобавок, циклоиды на поверхности начинают вызывать интерес у ученых и показывают признаки существования жидкой воды. Согласно наблюдениям, Европа имеет гидротермальные гейзеры, которые, возможно, способны поддерживать жизнь, подобно тем, что найдены на Земле. Под ледяной коркой океан может существовать уже более 4 миллиардов лет, что делает его одним из самых старых и стабильных водоемов в Солнечной системе. Таким образом, Европа становится все более предпочтительным кандидатом для поиска жизни в нем. Исследования на Европе направлены на поиск одноклеточных организмов, которые могли бы обитать в ее океане. Однако с трудом пробурить ледяную корку Европа-Клиппер заменяется инновационным подходом — сноуботами, которые могут собирать образцы из гейзеров и передавать их на анализ. Это дало бы возможность проверить существование жизненно важных элементов и веществ на Луне. Для сравнения, другой спутник, Энцелад, также показывает наличие гейзеров и жидкого океана. Но Европа, благодаря высоким уровням радиоактивного излучения, возможно, имеет более богатые возможности для поддержки жизни. Быстро движущиеся частицы могут образовывать новые соединения, которые необходимы для жизнедеятельности.
Ледяные пласты Европы могут нести различные вещества внутрь, что дает большие надежды на обнаружение необходимых элементов для жизни. Европа Клиппер, нацеленный подтвердить наличие океана под ледяной коркой, сыграет ключевую роль в следующем этапе космических исследований. Для выполнения поставленных задач у Европа Клиппер предусмотрены высокотехнологичные инструменты. Инфракрасный спектрометр позволит оценить следы химических веществ на поверхности, в то время как ультрафиолетовый спектрограф будет искать гейзеры и проверять их безопасность для полетов. Уникальные камеры с высоким разрешением будут делать детальные снимки поверхности во время каждого прохождения. Исследования показывают, что спускаемый аппарат сможет функционировать в течение месяца, собрав за это время образцы материалов из глубины и проанализировав их с помощью масс-спектрометра. Это даст возможность ученым получить данные о возможных существующих микроорганизмах. Параллельно с Европа Клиппер будет происходить важная миссия JUICE Европейского космического агентства. Аппарат JUICE будет исследовать Ганимед, что обеспечит ценную информацию и позволит совместные наблюдения, чтобы предупреждать о возможных вспышках со стороны Юпитера. Запуск Европа Клиппер изначально был запланирован на 10 октября, но из-за непредвиденного урагана Милтон его перенесли. Первые наблюдения ожидаются в 2031 году, а изображения с высоким разрешением должны появиться в 2032 году. Эта история только начинается, а знания, которые мы получим, могут перевернуть наше понимание жизни на других планетах. Интерес к Европе не является чем-то новым. Еще в конце 90-х годов на конференции, посвященной океану на Европе, ученые подтвердили мысль Артура Кларка о возможности посадки на этот ледяной спутник. Это открытие привело к новому витку исследований и, возможно, одной из самых захватывающих корреляций между научной фантастикой и реальностью. С каждым новым открытием космос продолжает удивлять нас. Миссия Европа Клиппер может стать переломным моментом в поисках жизни вне Земли и в расширении нашего понимания о том, насколько разнообразным может быть жизнь в рамках Солнечной системы. Важной частью миссии станет использование передовых технологий, разработанных для обнаружения жизни. Как уже упоминалось, Европа Клиппер будет использовать инфракрасный спектрометр и ультрафиолетовый спектрограф для анализа поверхности и поиска химических следов, которые могут указывать на существование жизни. Но есть и другие технологии, которые помогут в этом. Сноуботы, которые будут собирать образцы из гейзеров, обеспечат ученым возможность изучать буквально живую воду, которая выходит на поверхность и может содержать следы существующей жизни. Эти образцы — ключ к пониманию, как вода может поддерживать жизнь на других планетах. Европа Клиппер также подчеркивает важность международного сотрудничества в изучении космоса. Совместная работа НАСА и Европейского космического агентства в миссии JUICE создает платформу для обмена знаниями и технологиями. Это сотрудничество не только способствует более точным измерениям и наблюдениям, но и объединяет умы ученых из разных стран, нанимая больше ресурсов для достижения общей цели. Таким образом, миссия становится не просто поединком отдельных стран, а глобальным подходом к пониманию того, как жизнь может существовать в самых неожиданных уголках Вселенной. Взаимодействие и обмен ума между странами станут основой успешного подхода к будущим исследованиям космоса. Миссия Европа Клиппер символизирует стремление человечества раздвинуть границы познания и расширить возможности для будущих поколений. Она предоставляет нам уникальный шанс заглянуть в бездну, открывающую ворота к новым мирам и возможностям. Ведь кто знает, что ждет нас под ледяной коркой Европы? Что станет нашей следующей великой открытием? Человеческое любопытство и стремление к знаниям всегда призывали нас исследовать, и сейчас мы находимся на пороге нового века научных открытий. Будущее полное возможностей.
ждет нас, и миссия Европа Клиппер станет одним из лучших шагов на этом бесконечном пути.